Где находится Тибет? В какой стране? Это Китай или нет? Тибет стал доступным для иностранцев только в 1984 году. Для его посещения перед путешественниками стоит ряд препятствий, таких как получение разрешения на въезд от властей Китая и разряженный здешний воздух. Но несмотря на это, количество желающих посетить Тибет растет с каждым годом. Сам регион располагается на высокогорном плато, а большая часть территории находится на высоте, превышающей 4000 метров. Тысячелетняя история Тибета полна загадочности и таинства. Это место слияния красот Гималайских гор и древних философских учений. Человек, который сюда попал, сразу чувствует присутствие мистических тайн этой страны, которые словно витают в воздухе. Формально Тибет является особым административным районом Китая. На протяжении многих веков его считают священным местом для людей, которые поклоняются буддизму и индуизму. Здесь находится множество монастырей и школ духовности. Находящаяся на территории Тибета гора Кайлас в древних сказаниях именуется центральной точкой мира. Это объясняется тем, что ее вершина является истоком сразу 4 крупнейших рек, в их числе Брахмапутра и Инд. Тибет находится на территории между Китаем и Индией, которая именуется Тибетским Нагорьем. По отношению к Индии он расположен справа, по отношению к Китаю – слева. Район граничит с Непалом, Бутаном, Катманду, Монголией и Казахстаном. Территории, которые он занимает, огромны – 1 200 000 километров. Это автономная область Китая, которая присоединилась к нему в 1950 году. Главным городом Тибета является Лхаса. О существовании тибетского государства есть свидетельства, которые датируются 8 веком нашей эры. Это пора правления полумифического правителя Сонгцяна Гампа. Земли, которые тогда находились в его подчинении, были гораздо меньшими нынешних тибетских территорий. Они состояли из центральной части современного Тибета. В 8 веке стали в подчинении земельное владение и оазис Дуньхуан империи Тан. В IX веке происходили масштабные гонения буддистов и фактически развал государства. В XIV-XV веках Джа Цонкапой была основана школа добродетели. Благодаря этому событию появилась история основной ветви буддизма. В XVI-XVII веках появился и начал активно развиваться институт Далай-ламы. В 1903-1904 годах Британской империей были организованы экспедиции на тибетские земли, после чего там было установлено ее влияние. 1913 год известен как период провозглашения независимости Тибета, с чем категорически было не согласно правительство Китая. 1950 год был решающим в вопросе независимости. Из-за военного вмешательства китайскими властями Тибет оказался в их подчинении. В 1965 году Тибет обретает статус автономного округа, входящего в состав КНР. Округ становится огромнейшей китайской провинцией. В период завоевания Тибета Китаем правил Мао Цзэдун. Было уничтожено множество исторически важных памятников, разрушены религиозные постройки и храмы. Местный народ пытался протестовать против захватнических действий китайских властей, что привело к вооруженным конфликтам. Самым разрушительным было восстание, которое происходило с 1959 по 1962 годы. Происходили массовые репрессии, под которые попало около 90 000 граждан Тибета, которые не были согласны с политикой китайского господства. Самые крупные города Тибета – это Лхаса и Шигадзе. Город Лхаса является душой страны, а также ее столицей. С давних времен город привлекал множество паломников, и несмотря на влияние китайских властей, для многих туристов до сих пор это место остается загадкой. Первое, на что обращаешь внимание, попав в город, это крепостная стена Паталы, созданная в красно-белых цветах. Когда-то давно это сооружение было резиденцией Далай-ламы. Оно на протяжении длительного периода времени вызывало чувство восхищения у туристов, которые впервые приезжали сюда. На расстоянии нескольких километров на восток от Паталы находится храм Джоканг.
Это священный древний храм, считающийся центром духовенства столицы. Сюда каждый день приходят толпы паломников. Несмотря на то, что от первоначальной его версии осталось не так много, но ни с чем не сравнимое ощущение таинственности здесь присутствует до сих пор. На улицах города расположены другие храмы, которые рекомендованы к посещению. Есть улички, на которых ведется очень оживленная торговля. Рассматривая поделки, сделанные местными мастерами, можно постоять у торговой лавки достаточно долго. Шигадзе. Здесь проживает около 50 тысяч человек. Город является вторым по величине городок Тибета, центром провинции Цанг. Когда-то он был торговым и административным центром страны. Был разделен на две части – китайскую и тибетскую. Сейчас от тибетской части не осталось ничего, кроме шумного городского рынка. Основная достопримечательность города – монастырь Ташилунпо, который был сооружен в 15 веке. Он являлся резиденцией Пачен-ламы, последователя Далай-ламы. Сейчас это крупнейший центр, практикующий изучение тибетской философии. Комфортное время для посещения туристами Тибета начинается с конца весны до поздней осени. В зимнее время некоторые высокогорные районы недоступны для туристов. Для того, чтобы организм привык к здешнему климату, достаточно всего одной недели. Для того, чтобы осмотреть Лхасы, понадобится несколько дней. А при желании побывать в более отдаленных монастырях и природных объектах, потребуется 2-3 недели. Не рекомендуется приезжать сюда 10 марта. Это день восстания в Тибете, когда здесь могут происходить митинги. Обычно властями Китая не дается разрешение на въезд сюда на это число. В Лхасе сооружено много отелей, а в горах есть возможность снять комнату у здешних жителей. Хоть в этом жилье нет особых условий, но комнаты достаточно чистые. Из-за того, что перепады температуры днем и ночью существенные, необходимо взять с собой теплую одежду. Чаще всего дождливая погода присутствует в июле и августе, но они не очень сильные. Для того, чтобы въехать на территорию Тибета, кроме стандартной китайской визы, нужно получить специальное разрешение Tibet Travel Permit. Его может оформить группа в количестве от 5 человек, поэтому туристу-одиночке на этапе выдачи документов необходимо объединиться с другими путешественниками. После въезда на территорию само разрешение вам не понадобится. По некоторым регионам туристы могут передвигаться свободно, к примеру, в Лхасу и Шигадзе. Но есть регионы, для которых потребуется еще одно разрешение. Его можно получить в Лхасе или в туристической фирме при оформлении тура. В столицу Тибета можно добраться внутренним рейсом, который есть в любом крупном городе. Этот вариант путешествия не рекомендован людям со слабым здоровьем, так как маршрут сопровождается резкими перепадами высот. Более щадящим является маршрут Куньмин-Дали-Лицзян, где высоты повышаются постепенно и перелетом в Лхасу. В столицу можно прибыть из Пекина, для этого предусмотрено передвижение по железной дороге. Несмотря на разрушительные события культурной революции, во время которой было уничтожено около 6000 древнейших памятников, в стране есть на что посмотреть. Главная природная достопримечательность этой страны – гора Эверест. Сотни туристов пытаются покорить ее высоты, но удается это единицам. Озеро Мансаравар. У здешних жителей бытует версия, что озеро наполнено живой водой. Водоем занимает первое место по высоте его расположения, а в период прилета лебедей здесь очень зрелищно. Водоем Раксаш. Это водоем с мертвой водой. В его соленых водах не водятся представители флоры и фауны. Монастырь Чиугомпа. Это маленький древний монастырь, который расположен на вершине горы, откуда открываются чудесные пейзажи на водоемы Ракшастал и Мансаравар. Дворец Патала. Старинное сооружение, которое когда-то давно выполняло две функции. Оно было зимней царской резиденцией и буддистским храмовым комплексом. Сейчас каждый местный житель страны знает, что такое Патала. В современное время бывший когда-то дворец Далай-ламы является самым посещаемым местом.